Привет, друзья! Когда власть обещает уменьшить поляризацию, но сама разжигает скандалы в парламенте, возникает вопрос, решает ли она проблему или только делает вид. В этом видео вы узнаете, что именно скрывается за страшными речами министра Доббрита и как это повлияет на вашу безопасность и свободу в ближайшие годы. Министр внутренних дел Александр Доббрит заявил в Бундестаге, что хочет снизить уровень поляризации в обществе. Однако, как показывают события в парламенте, достичь этой цели у него получилось, мягко скажу, далеко не лучшим образом. Его выступление вызвало волну негодования абсолютно у всей оппозиции, от правых до левых. Даже коллеги по новой коалиции, социал-демократы из СДПГ, поддержали его лишь частично, аплодируя только в отдельных моментах. Для справки скажу вам, что на этой неделе после правительственного заявления канцлера Фридриха Мерца все министры представили свои планы на ближайшие 4 года. В пятницу очередь дошла и до нового министра внутренних дел Александра Доббрита. Он выступал менее 15 минут, но этого оказалось достаточно, чтобы разогреть зал Бундестага до политического кипения. Настолько, что и представители из «Зеленых», и депутаты от левой партии, и даже парламентарии от «Альтернативы для Германии» абсолютно все выразили недовольство сказанным. Политик от ХСС начал свое выступление с выражения благодарности силам безопасности Германии. Он напомнил о произошедшем в четверг инциденте, когда во время пропалестинской демонстрации тяжело пострадал полицейский. Доббрит также подчеркнул, что это был не единичный случай, а постоянно повторяющееся явление. В этой связи он пообещал полиции максимальную поддержку и прикрытие. Министр заявил, что хочет значительно расширить инструментарий полиции и спецслужб. Он предлагает в будущем разрешить хранение IP-адресов, упростить обмен данными между ведомствами, а также активно внедрять искусственный интеллект для быстрой и эффективной обработки больших массивов информации. Затем он обозначил одну из центральных тем своей речи – это смену политики на границе. По его словам, граждане Германии ожидают от федерального правительства именно такого поворота, и он уже начался. Германия, отметил Доббрит, остается открытой страной, мы готовы принимать легальную миграцию как в нашу экономику, так и в общество. Однако в вопросе нелегальной миграции он заявил, что в стране достигнут тот предел нагрузки, и именно поэтому необходимо действовать. Обращаясь напрямую к коллегам по коалиции Социал-демократической партии Германии, Доббрит подчеркнул, цитата, «Я понимаю, что для вас это путь длиннее, чем для нас, именно по этой причине он предлагает социал-демократам тесное сотрудничество». Для представителей альтернативы для Германии, АДГ и «Зеленых» у министра также нашлись острые слова. Он заявил, что выступление главы фракции «Зеленых» Катарина Дрёхе после правительственного обращения канцлера Фридриха Мерца в среду он услышал исключительно обвинения в свой адрес. Доббрит добавил, цитата, «Но ведь именно ваше упорное нежелание принимать необходимые меры в последние 4 года лишь удвоило уровень поляризации в нашем обществе». Именно эти слова вызвали бурную реакцию среди «Зеленых» и возмущение нарастало. Однако Доббрит продолжил и заявил, что результаты подобной политики сидят сегодня здесь, в зале пленарных заседаний. И уже эта фраза моментально вызвала гнев у представителей альтернативы для Германии, которым явно не по вкусу было быть обозначенными как продукт зеленой политики. Альтернатива для Германии, АДГ и Левые сразу же заявили о нарастающем хаосе в Германии. Споры, передряги набирают новый оборот. Во время выступления Доббрита со стороны депутатов по коалиции от СДПГ аплодисменты звучали крайне редко, а порой их вообще не было слышно. Это говорит о сильнейших разногласиях в коалиции Фридриха Мерца, который еще похлеще, чем у бывшей светофорной коалиции Олафа Шольца. Но, как я сказал, особенно острые его слова восприняли представители «Зеленых» и «Левых». Больше всего возмущение вызвала одна конкретная фраза из его речи. «Мы ведем постоянное содержание под стражей для лиц, подлежащих депортации, представляющих угрозу общественной безопасности, а также для опасных преступников, так что остается всего 2 выхода – или тюрьма, или обратно рейс домой». Интересно то, что для партии «Альтернатива для Германии» АДГ даже такие меры кажутся недостаточными. Депутат от «Альтернативы для Германии» АДГ Гофри Курио в своем выступлении обвинил федеральное правительство в полном хаосе, заявив, что власти вовсе не собираются по-настоящему прекращать незаконную миграцию, а лишь делают вид, что борются с ней, занимаясь, по его словам, подменой одного понятия другим.
В качестве примера он привел письмо Добрита, направленное в адрес федеральной полиции, в котором речь идет о введении процедуры отказа во въезде для определенных категорий беженцев. В письме говорится, что лицам, ищущих убежище, может быть отказано во въезде. Именно может, а не должно. Для Курия это является очевидным доказательством того, что правительство не собирается действовать решительно и последовательно. Однако, для справки скажу вам, что европейское право обязывает Германию обеспечить, чтобы все соседние страны были готовы принять лиц, которым отказано во въезде. Таким образом, существует целый ряд юридических обязательств, которые сдерживают автоматическое применение таких мер. Заместитель председателя фракции «Зеленых» Константин фон Ноц резко критикует Александра Добрита за ужесточение пограничного контроля. По его словам, эти меры не только портят отношения с соседними странами, например, такими как Польша, но и наносят серьезный ущерб пограничным регионам, экономике Германии и перегружают федеральную полицию. Цитата: «Не позднее, чем через 3 недели из-за критической перегрузки ваши меры просто-напросто прекратят действовать», предостерегает он. Руководитель канцелярии Торстен Фрей признал в Бундестаге в среду, что бесконечно такие масштабные проверки сохраняться не могут. Он прямо заявил, цитата: «Вечность – это не наша перспектива. Такие меры можно поддерживать в течение только нескольких недель, максимум очень ограниченного числа месяцев». Депутат от левой партии и специалист по внутренней политике Клара Бюнкер выступила с еще более жесткой критикой. Она отметила, что действия правительства в первую же неделю вызвали не порядок, а откровенный хаос. Цитата: «В четверг заявили, что Фридрих Мерц объявил чрезвычайное положение на основании статьи 72, рассказала она, а уже в тот же день сразу же это было опровергнуто. Такое противоречие в официальных заявлениях она называет не иначе, как признаком дезорганизации и полного бардака в коалиции Фридриха Мерца. Кроме того, она считает, что возвращение беженцев обратно за границу – это первый шаг к власти беззакония. По ее мнению, подобная практика открывает опасную дверь для произвола. Бюнкер обвиняет Александра Добринта в том, что он заимствует риторику и политические позиции правой партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Во время бурных перепалок в Бундестаге депутат от «Зеленых» Марсель Эммерих задал уточняющий вопрос, который касается правовой позиции Хюнтера Кринса, представителя Христианско-демократического союза и специалиста по внутренним делам. Он напомнил, что в период Кринса, когда он был парламентским госсекретарем Министерства внутренних дел с 2013 по 2021 год, на границах Германии не происходило никаких абсолютно возвратов. Кринс на это возразил, что и тогда он придерживался мнения: мы могли бы осуществлять возвраты, но не были обязаны это делать. Он подчеркнул, что это соответствовало нормам закона о предоставлении убежища. Его же позиция остается неизменной. Возможность была, обязательств не было. Поэтому вопрос о том, как долго сохранятся текущие меры контроля на границах, остается открытым. Четкого ответа нет. Чтобы вы не читали коалиционное соглашение, для справки вам скажу. Там записано, что пограничные проверки будут продолжаться до тех пор, пока не заработает эффективная система охраны именно внешних границ Европейского Союза, или пока в силу не вступят положения нового общего европейского механизма предоставления убежища. И еще. По текущим планам этот механизм начнет действовать не раньше лета 2026 года. Но Александр Добрит не может так долго ждать и призывает скорректировать сроки и ввести его в работу как можно раньше, подчеркивая необходимость ускоренных решений. А теперь давайте обсудим, верите ли вы, что борьба с хаосом возможна такими методами, или же мы стоим на пороге новой эры политической нестабильности с Фридрихом Мерцем. Подпишитесь и спасибо за просмотр.